Ты когда-нибудь говорил такое предложение? He go to store. Очень неправильно. Прям мне даже дает дискомфорт. Давай посмотрим, почему ты не прав. Предполагая, что человек, о котором ты говоришь, использует такое местоимение, he подходит, конечно. Go. Это банальная ошибка. Простое, настоящее время на английском такое простое. Убери слово to из инфинитива и инфинитив что делает? И все. За исключением случаев, только когда это третье лицо, как he, в котором случае ты добавляешь букву S. Это же не сложно. Ну, я знаю, что это ES, но это неправильный глагол. Иной. Терпи. To store. Артикли, блядь. Артикли. Я буду это говорить 100 раз, если придется. To the store, конечно. Или to a store. Все. Но еще не все. Никто все равно не говорит he goes to the store. Почему? Даже грамматика правильная. Причин никогда не бывает, чтобы говорить такое предложение. Окей, практически. Почему? Потому что все ходят когда-нибудь в магазин. Это же не новость. Это новость, если Джон идет прямо сейчас в магазин. Для этого нужно прогрессивное время. Объясню. Вкратце. Вот как формулировать прогрессивное время на английском. Кстати, прогрессивная форма существует тоже в прошедшем и будущем времени. И да, это сложно. Спокойно. Мы смотрим на настоящее время. Формулировка. Подлежащий he в данном примере. Затем глагол to be спряженный. He – это третье лицо, поэтому is. Видишь букву S в конце? Затем герундий. Если ты не знаешь, что такое герундий, ладно, это слово как пердящий или дрочащий. Но это не важно. То, что важно, очень легко формулировать герундий на английском. Это глагол плюс буквы ing в конце. Левое дело. Теперь у нас настоящее предложение. Hallelujah, bitches. He's going to the store. Какой вкусный английский. Дорогой учитель, в чем разница между he goes to the store и he is going to the store? Я уже сказал. Объясню подробнее. В чем разница между он часто ходит в магазин и он сейчас идет в магазин? Видишь? Если он часто ходит в магазин, это значит, что вообще привычно он это делает. Если он идет в магазин, обычно это значит, что это происходит прямо сейчас. Поймал, да? Нет? Ладно. Если действие происходит регулярно или периодически, то это простое настоящее время. My father smokes weed. I eat old sushi. You talk too much. We visit the bordello. They sell drugs. Иначе he goes to the store. Это привычные, повторяющиеся действия. Зато, если действие происходит прямо сейчас и продолжается, это прогрессивное время. My father is smoking weed. I am eating old sushi. You are talking too much. We are visiting the bordello. They are selling drugs. И наше he is going to the store. Эти действия происходят прямо сейчас и продолжаются, они в прогрессе. Когда мой отец выбрасывает укурок, я больше не могу сказать My father is smoking, потому что my father is not smoking.
My father smokes вообще привычно, периодически. В этот момент he is not smoking. Это все часто похоже на разницу между идти и ходить. Представь, что вы с девушкой или другом идете в гости к другой паре. Вы сидите в гостиной и болтаете. Ты можешь сказать, например, Jennifer poops like a delicate bird. Ты делишься привычками своей девушки в туалете, и твоим друзьям немного неловко. Почему ты говоришь так? Или можно сказать Jennifer is pooping like a delicate bird. Теперь твоим друзьям не просто дискомфортно, они охреневшие и беспокоятся о своем диване. И, вероятно, собираются выгнать вас с Дженнифер. Так что, ради приличия, дождись, пока она сходит в туалет. Тогда можешь сказать Jennifer is pooping like a delicate bird, которая происходит прямо сейчас в туалете. Возможно, твои друзья даже найдут это немного трогательным. Видишь, я могу научить этикету так же хорошо, так и английскому. You're welcome. Окей. Чтобы закрепить понимание. My daughter makes sex dolls. Ты можешь сказать это, когда она в отпуске, когда спит, когда поливает кухню от тараканов. Это просто описывает его профессию или хобби. My daughter is making sex dolls. Ты не можешь сказать это, когда она в отпуске, потому что это не то, чем она сейчас занимается. Наконец-то ты поймал. Но еще одну вещь. Если ты спрашиваешь у кого-то «What are you doing?», это значит, конечно же, что ты делаешь. Если спрашивает «What do you do?», это вообще другой вопрос, который означает «Кем ты работаешь?». Ну почему? Потому. Be careful. В общем, твою ж мать, если твой друг идет в магазин, не говори, ну, конечно же, не говори he go to store, потому что грамматика говно, но все равно не говори he goes to the store. Говори he is going to the store. А еще лучше вообще не надо говорить о нем. Парень говнюк.